Здравствуйте! Хочу вам показать, как можно сшить просто, быстро чехол на качели, на матрас, где мы вставляем поролон, по старому чехлу. Как правило, шьются они из бязи, но буду использовать портьерную ткань. Год-два, и они приходят в негодность. Убираете вы их или не убираете, от времени, от влаги. Продавать их не продают. И давайте сошьем вот такой вот чехол. Это верх, низ. У нас здесь две молнии, разделяющие верх и низ. У нас здесь сплошной шов, который разделяет. Сбоку завязки. Вот такая тряпочка загораживает дуги на качелях. Я здесь делаю легкую складочку. И что нам нужно? Раскладываем на ровной поверхности чехол. Смотрите, это обратная у нас сторона. И замеряем. Вот наш шов. Замеряем от этого шва до конца. Записываем все на бумажке, наши размеры. Вот обратная наша сторона. Записала свои размеры. Разделила, прибавила на швы. Прибавила на швы вот 2 сантиметра. Сантиметр с одной стороны, сантиметр с другой стороны. Также и перед. Перед у нас идет, видите, он у нас обхватывает поролон. Если у вас поролон от 5 сантиметров, то лучше сюда отдельно вшить эту вставку. Но, как я понимаю, здесь сантиметра 4 поролон, 5, и он целиковый. Лицевая сторона заходит на изнанку. Когда вставляется поролон, у вас по поролону будет в аккурат, а перед будет захватывать как раз бок, и обратную сторону видно не будет, если вы будете шить ее из другой ткани. Лицо вы замеряете от одного края до другого края, а вот это вот расстояние, сколько у нас есть, прибавляете с одной стороны и с другой, и плюс швы. Также вы и верх сам же плюс сколько, 3 еще к этой, что у вас получилось. Так как у нас обратная сторона меньше лица. Сделали замер, все записали, теперь выкраиваем. Мы с вами выкроили верхнюю часть, она у нас целиковая. Сразу пришила юбку. На оригинале просто кусок ткани прямой. Я сделала складочки. По краям оставила по 5 сантиметров пустые, потом пришивала. Края буду отделывать потом. Вот эти швы не обрабатывала, так как тут будет пришиваться еще подкладка. Выкроила 2 детали нижней части. Там, где кромка, буду пришивать молнию. Если ваша молния рабочая, то ее можно выбрать. Но я буду пришивать молнию на погонные метры. Вставляется собачка, и нужная длина пришивается. Пришиваем на одну деталь, одну целиковую молнию, вот так. И на другую деталь уже другую молнию пришиваем. Посмотрите, как в оригинале. Здесь просто проложена строчка прямая. Вот эта тряпочка от молнии, они просто соединяются. Внизу нету ткани дополнительной. И обратите внимание на шнурки. Если шнурки у вас сразу вшиты в шов, делайте сразу шнурки. Здесь они просто, длинная полоска была сделана, вставлена. И вот здесь, соединяющим швом верх и низ, они просто пришиты. Они в швы у нас ни в какие не входят. Просто если вы забудете про них, потом придется нашивать, если они у вас вшиты в шов. Так, как делаются углы на чехле? Вы можете их первоначально, еще не пришивая низ, сделать. Просто складываете вот так вот углом, отступаете нужный размер вашего поролона, закалываете по прямой, прошиваете ненужное, отрезаете и обметываете. И вот такие вот углы у нас получается. Здесь пойдет нижняя часть, войдет в шов,
и она торчать у вас, подкладка не будет, вот нижняя часть. Что я сделала? Я взяла, отрезала 2 длины молнии, сразу ставила собачку, взяла 2 куска ткани, наложила молнию друг на дружки, как в оригинале, прошила 2 швами, и когда я буду пришивать молнию, у нас будет здесь ровный чистый край, и вот эта молния не попадет в швы, удобно будет прошивать. И уже просто беру и поверх пришиваю молнию. Вот. Будет аккуратно и хорошо. Посмотрите, как аккуратно выглядит молния. Я ее соединила швом между собой, чтобы мне проще было ее пришивать на верхнюю часть. А это другая сторона. Видите, внутри у нас молния прошита. Накладываем и дальше прошиваем до конца. Отрезаем ненужную ткань, находим центр, помечаем, находим центр на верхней детали, вот 2 шва. Если вы сделали углы, все равно вам нужно пометить. Соединяем их вместе и прошиваем по кругу. Советую вам шить, допустим, сначала бока, потом верх и низ, или верх с низом, а потом боковую часть. Не забудьте открыть молнию одну, чтобы вы могли вывернуть. Уголки я изначально не закладывала, прошивала. Когда у меня до обратной стороны, ну будем считать это изнанка, до изнанки, до конца дошел шов, убирала лапку, просто складывала треугольник, и где заканчивался у меня, начинался, точнее, треугольник, прошивала дальше. И потом по прямой прошила. И вот такой вот угол у нас получается. И мы обметываем. Так как это не мой чехол, поролона у меня на него нету, это клиентка, сейчас же магазины все закрыты, ей очень понравилась вот эта ткань, и она решила шить чехол. Все края обметываем и пришиваем завязки. Сделала вот такую полосочку 1,60 м. Прошила, сложила края вовнутрь и просто прошила. И я ее делю пополам. А потом еще складываю пополам. И вот это мы вшиваем в наш чехол или в шов, или пришиваем сверху. Этот чехол мы шьем размер 163 на 110. Кому нужен расчет ткани, будет в описании. Смотрите, сшили мы уже чехол. Юбку сделала, подогнула 2 раза и прошила. Получился ровный красивый шов. Можно сделать фестонами. Фестоны это фигурно, вы вырезаете. Вот такие углы у нас получились. Это я надшивала. У меня не проходила ткань, чтобы я расположила рисунок, эти полоски по вертикали. У меня ткань получалась, что полоски идут по горизонтали. И поэтому надшила, но смысл, что у нас получаются красивые углы. Все швы у нас убраны вовнутрь. Получилась аккуратная молния. Теперь мы раскладываем наш чехол, выравниваем его и или закалываем, или делаем наметку. Нам нужно прошить на машинке посередине. Все, наш чехол готов. Из оставшейся ткани буду делать декоративные подушки. Вот так он будет смотреться на качелях. Если получится, то сделаю заставку с этим чехлом. С вами была Валентина Никита. До свидания. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго. Пока-пока.